Всем привет! У нас идет третий сезон, последняя неделя континентального испытания. И в данном видео разберем все мои 6 команд. Буду бить по порядку, в процессе видео буду уже отбивать и буду прикладывать скриншоты со своим максимальным уроном, который я смог нанести на каждом из боссов. Ну что ж, погнали! Первый босс у нас Элендор, их тут трое. Бьем его через команду разъедания. Расстановка тоже здесь очень важна. Рейд ставим здесь. И Гегну должен стоять вот тут. Такая расстановка нужна для того, чтобы он своей ультой попадал по всем троим. Элендором, если поставить как-то по-другому, то он почему-то бьет только по двум. Вот, но при такой расстановке все у нас нормально. Рейта у нас в сете на заливку ульты при получении урона, сет тундры и посох. Важный момент — это собираем ей максимум шанс крита и крит урон, потому что вот эта хилка, она зависит от нанесенного урона. На данном боссе увеличенный крит урон, поэтому у нас здесь благодаря посоху просто невероятные какие-то щиты, и она очень часто ультует, продляет, кидает нам баф защиты, поэтому она в состоянии здесь держать пачку просто в соло. Остальные все, в принципе, одеты в классический ДД-сет. Единственный момент — это если у нас какой-то выбор между крит уроном и атакой, то выбираем именно крит урон, потому что здесь атака у нас занижена, а крит урон завышен. Поэтому крит урон даст намного больше профита. Ну и обязательно шанс крита ближе к сотке. Цакридея у меня вот такая, и вот он такой вот у меня получился рук. Также очень важный момент — это тайминги. Тайминги я использую вот такие. Цикл я могу сделать даже чуть меньше. У меня получалось на 19,5 вообще выходить. Но при таком цикле урона даже получается меньше. Поэтому 17,8 это самый идеальный цикл. Последняя ульта Рука, именно полностью все его заряды до единого выстреливают прямо вот под конец боя. Если поставить чуть больше, раньше я делал 17,9, то он немножечко не успевает выстрелить свои последние заряды. На 17,8 цикл и при таких стартах он получается максимально профитно все делает. Код команды, думаю, тоже будет в описании. В принципе, все коды, которые есть, они вот в прошлых видео, они, в принципе, не менялись. Но на всякий случай, потому что все равно как-то некоторые изменения будут, небольшие, но тем не менее. Поэтому на все свои новые пачки я выложу коды команд к этому видео. Следующий босс у нас Изитариан. Его мы бьем командой горения. Есть два варианта команды. Раньше я бил два саппорта, используя Джорна и Гариуса. Но в итоге все-таки смог я разогнать Ашетиуса, и с ним выходит все-таки урона больше. Ну, по крайней мере, в моем варианте получилось так. Тут у нас из важных моментов это разогнать всем ускорение, чтобы мы могли сдвинуть цикл. Чем сильнее, тем лучше. Допустим, у меня цикл идет 17,7. Ашетиус вообще без таймингов. Мы ставим только старт и все. Также, соответственно, раз мы в цикл не попадаем, Пет у нас тоже без таймингов. Синарел на 26 секунде, в принципе, держит Ашетиуса вполне нормально. Долго мучились с этим, приходилось то вручную, то еще что-нибудь, но все-таки начал он справляться и хорошо себя вести, наконец-то. По экипировке. Ашетиус у нас обязательно шмотка на зональный урон и на увеличение урона от взрыва. Также вот эта перчатка, ну, либо броня, неважно. Потому что он у нас как бы танчит, да, и смысла на перчатку при full хп ставить как бы особого нету. Ему ускорение можно не разгонять, он у нас заливается при нанесении ударов, поэтому, в принципе, он даже опережает этих и ультует по несколько раз за цикл. Поэтому мы ему тайминги как бы и не ставим. Синарел у нас в сете посланца и рок. Ну и также тут перчатку поставил, как бы чего бы и нет. Бикс на заливке, шмотка на зональный урон, можно, в принципе, на взрыв, но я вот эту поставил, мне она лучше зашла. Он у нас в разломе также ускорение. Карф в сете Нежной горы, бафает нам атаку, рога и шмотка на взрыв. Дуром у нас тоже такой ДДшничек, но ему не забываем точность. Обязательно, чем больше, тем лучше. Руна у меня тоже на точность стоит. Также по поводу питомца очень хорошо заходит вот этот талант здесь. Дикая охота, потому что когда умирают дракончики, мы стакаем себе урон. Ну, точнее, атаку. Также важный момент — это по хп. У Шетиса должно быть хпшек меньше, чем у всех остальных. Так что собираем его, потом уже подстраиваем остальных. Допустим, вот у меня 58 почти с половиной. Вот и у остальных там 67, 61, 78, 63. Вот Бикса сложно собрать, так как он рарка.
Поэтому не получается у меня там шанс крита сделать ему хороший, чтобы еще и ускорение было в рунах. Вот поэтому статы такие у него кривые немножко, но нужно как-то обгонять по хпшкам. На этом, в принципе, с этой командой все. Следующий босс у нас идет Яталея. Ее мы будем бить через команду Ледяного Взрыва. Будем, короче, ее конкретно тормозить, чтобы она вообще у нас ни разу не походила. Тайминги я использую вот такие. В принципе, у Айсбласта тайминги обычные и у нас были на воронке. Виндяра без КД. И вот этот эпик танк у нас будет на 13 секунде. Элвис у нас получается с рогами и в сете кукольника. Он будет заливать команду и вешать дебафы своей автоатаки и прочих скиллов. Поэтому я ему немножко повысил скорость атаки в рунах. Виньяра максимально выживаем ускорение сколько можем. Прям вообще любые руны ставим, просто где есть ускор. Билдель в урон, ничего нового, в принципе все как и на воронке. Также шина и зорок вот в этом сете. Как я уже сказал, типичная пачка с воронки. Как у нас тут что вообще происходит? Получается, начинается бой. Элвис кидает замедление. И Виньяра все это дело потом сбивает. Так как тут, в принципе, цикл не стандартный, как на других боссах, там получается 6, 12, 18. Тут цикл 9, 18. Поэтому, в принципе, Виньяра в паре с Элвисом вполне себе неплохо справляются. Следующий босс у меня идет Альфанарсии. Его я бью командой неустрашимости. Я как раз сегодня выкладывал видео по нему, но я бью именно расстановкой вот такой и одного саппорта. Именно через Зефи. У меня получается выживать. Зефи у меня получается раздает сопротивление. И имеет также точность, чтобы рассеивать. Ну, не хорошо, но бывает все-таки. Нормально прокает, и она снимает с него баф усиления защиты. Сутха у меня в сете посланца в разломе. И остальная парочка, в принципе, в ДД. Такие таланты. Код будет тоже в описании на все команды. В принципе, там можете все посмотреть. И Таривол с рогами и вот этом сете. Тайминги я использую здесь вот такие. Главное, чтобы у нас получилось именно разогнать их в рунах, чтобы был такой вот ускор, чтобы мы могли выстроить нормально себе цикл. Потому что все равно может пройти порезка ульты, и как бы нам это не нужно. Также мы на каждого героя ставим руну на сопротивление. На Настю, на Гуинавивр, на всех вообще. Чтобы у нас, ну, хотя бы близко к 200 было именно своей вот сапры. Получается, при такой расстановке Гуинавивр прыгает сюда, она стоит отдельно, и он ее старается особо не трогать. Судха и Настя, нужно им дать немножко все-таки защитных стат. Потому что все равно весь урон это от Гуинавивр. Если кто-то из них умрет, соответственно, босс переключится на нее тоже. И, скорее всего, она тоже умрет. Следующий босс у меня идет Рахаш. По нему у меня было много видео. В принципе, последнее видео это и есть та пачка, которая у меня сейчас стоит. Я в ней ничего не менял. Единственное, что может расстановка чуть-чуть другая. Так как у меня при моих ускорах и так далее получилось именно вот так вот. Нормально выживать. Тайминги у меня стоят вот такие. Лидию я туда-сюда двигал. В итоге на 11.5 у меня получается выживать ей лучше. Получилось у всех выровнять хпшку и поставить ей вот этот сет. Несмотря на то, что он дает прибавку ОЗ, у меня все равно у остальных героев все-таки здоровье выше, чем у нее. Также благодаря вот этому таланту и пятой связи стихии, но последняя ветка у молния омертвления, получается, увеличивается у рандомных персонажей скорость атаки. Она, короче, двоим, может вообще даже на скелетик кинуть. Вот двоим персонажам рандомным дает свои бафы, то бишь бессмертие и усиление скорости атаки. Если, допустим, выпадает рандомно на Лильванис, она начинает быстро атаковать, и есть шанс дополнительного срабатывания боевого навыка ее. Вот такая вот у меня Сентрелия в итоге вышла. Лильванис обязательно с вот этой перчаткой Бирнейт. Отдельное видео есть для тех, у кого она без пробуды тяжело стоит. Мы этому посвятили 1,5 дня стримов и все-таки добились успеха. Как сделать так, чтобы пачка жила. И Ирзилас у меня полностью в защиту. Стоит такой типа танк. Такой молодец, короче. Вот. На этом, думаю, все. Продолжим дальше. И последний, 6-й босс, это босс Менда. Я его бью командой сбора через одного саппорта, Ардред. Она, в принципе, нормально справляется. Единственная сложность это дать ей много и защиты, и сопротивления, чтобы она могла и выживать при этом, и отражать вот эти вот
электрошоки, чтобы они не вешались на союзников и не атаковали их. Может, кто-то не понимает, почему вообще турельки переключаются, потому что каждый удар турели имеет шанс повесить электрошок. Если на артред будет висеть электрошок, турель начинает переключаться на другие цели. Соответственно, она начинает атаковать уже наших ДДшников. Поэтому, если ваши турельки атакуют ваших ДДшников, то у вас либо не хватает сапры, либо, как обычно, в принципе, в этой игре все решает рандом. Потому что всегда есть шанс, что дебаф проскочит. А учитывая, сколько всего атак совершается, шанс, в принципе, вырастает очень-очень большой. Тайминги я использую вот такие. Немножко изменений было. Я поменял тайминг на Алтоне. Я сделал ему старт. Сделал ему просто максимум, сколько мог, ускорения. И поменял ему сет. Сейчас мы все покажем. Код будет также в описании. Новый. Получается, у меня вот такой вышел Алтон. Вот такие таланты я ему использую. Последний талант. Дал ему вот эту перчатку. Сегодня выбил сет посланца. Точность не забываем. И все, что вообще связано с ускорением, я искал в рунах. Мне повезло. У меня в критуроне 3 прока и точности 3 прока. Итого у меня вышло вообще 97 ускорений. Это много и позволяет довольно-таки часто кидать разлом. Поэтому тайминг я ему вообще просто взял и убрал. Остальные, в принципе, ничего нового. Уберк у меня в ДДшника одет. Глэдис тоже максимально сколько мог и дал атаки, крит урона и так далее. Ларентиль в сете, который бафает атаку. Все, в принципе, ничего нового. Ну и, соответственно, просто кучу атаки ему. Да, все, на этом вроде больше ничего нового. Единственный момент, если, в принципе, у вас Глэдис без артефакта, то можете либо ее сделать в разлом, либо дать ей вообще какой-нибудь артефакт, который сборовский. Хотя он второй артефактом на шанс крита вряд ли он пригодится, то в принципе можно просто какой-нибудь другой артефакт либо на атаку, либо на крит урон дать, либо все-таки сделать ее в разлом и, допустим, Алтону дать какие-нибудь там рога, да? Да, будет, в принципе, лучше. У вас и разлом будет стабильно вешаться. Поэтому, если у вас нет артефакта, то, в принципе, даем Глэдис руку ведьмы для разлома, а Алтону даем просто рога. И все. На этом, в принципе, все. Пачки все мы рассмотрели. Урон общий тоже будет на аватарке этого видео. Надеюсь, получится удержать первое место. На этом, в принципе, будем заканчивать. Все коды команд будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.